Здравствуйте, друзья! Загадка царь ванны. Царь ванна? Что может быть общего между царь-колоколом, царь-пушкой и царь ванной? Их объединяет то, что ни один из названных артефактов никогда не использовался по назначению. Колокол никогда не звонил, пушка никогда не стреляла, а в ванне, очевидно, никто не мылся. С другой стороны, между ними есть и отличия. Если колокол и пушка являются экспонатами Московского Кремля и известны по всему миру, то о царь-ванне знают очень немногие. А все потому, что находится она в Царском селе, в развалинах на окраине Баболовского парка, который находится немного в стороне от туристических маршрутов. Баболовская чаша является настоящим шедевром камнерезного искусства, но ученые до сих пор не могут установить, когда и кто ее сделал. Да и вообще вокруг чаши скопилось немало вопросов, ответить на которые никто пока не может. Сейчас уже достоверно известно, что изначально была установлена огромная круглая гранитная ванна, и только затем вокруг нее возвели стены и куполообразный свод. Но чтобы разобраться со всеми загадками, нужно обо всем рассказывать по порядку. Необходимо отметить, что гости Царского села нечасто балуют своим вниманием Баболовский парк. Здесь нет большого количества архитектурных достопримечательностей, сам парк довольно запущен и больше напоминает лес. С другой стороны, здесь очень тихо, спокойно и свежий воздух. А если пройти практически до конца по Баболовской просеке, это главная аллея парка, и затем свернуть вправо, то можно оказаться перед большим прудом, который образовался в месте заграждения речки Кузьминки мостом за прудой. На противоположном берегу можно увидеть руины из красного кирпича. Это то, что уцелело от Баболовского дворца, который был разрушен во время бомбардировок в годы Великой Отечественной войны немецкими войсками. К сожалению, до настоящего времени замок так и не сумели восстановить. Хотя руины обнесли забором и даже повесили табличку, на которой сказано, что замок находится на реставрации. Имеется здесь не только охранник, но и собаки. Впрочем, при большом желании с ним вполне можно договориться и заглянуть в восьмиугольную башню через пролом в стене. И там-то и кроется настоящее чудо. Идеально круглая чаша гигантских размеров, вырезанная из цельного куска гранита. Если верить официальной истории, вытесали ее мастера петербургской артели Самсона Суханова по велению императора Александра I. Та же официальная история гласит, что камнетесы выполняли царский указ на протяжении 7 лет, с 1811 по 1818 года. На одном из Финских островов отыскали 160-тонную гранитную глыбу темно-розового цвета. Сейчас пока неизвестно, где из этой глыбы вытесывали ванну, возле места установки или непосредственно в каменоломне. В конечном итоге получилась чаша, которая не имеет аналогов во всем мире. В диаметре она достигает 5,3 метров, а высоту почти 2 метров. Глубина чаши составляет чуть более 1,5 метров, а вес 48 тонн. Помещалось в нее 800 ведер воды. Можно сказать, что камнетесы проделали поистине адский труд. Так, только для того, чтобы придать гранитной глыбе чашевидную форму, необходимо было десятки миллиардов раз ударить по скальпелю киянкой. Примерно столько же раз нужно ударить для того, чтобы идеально круглыми стали и внешние стены чаши. А если учитывать, что на тот период времени еще не придумали твердосплавный камнерезный инструмент, а обычные стальные инструменты, которые использовали мастера, приходилось затачивать после нескольких ударов по граниту, то просто удивительно, как в таких крайне сложных условиях мастерам удалось придать чаше идеальную геометрическую форму. Современники восхищались этим уникальным предметом, они писали восторженные заметки. Так, в частности, в 1818 году Павел Свиньин писал в отечественных заметках о том, что Суханов закончил работу над прекрасной, единственной ванной для Баболовской бани. Это творение, по его словам, заслуживает внимания, поскольку со времен древних египтян еще никому не удавалось создать что-то столь огромное из цельного куска гранита. Чтобы установить ванну, потребовалось перестраивать дворец, что, собственно говоря, и было сделано в 1824-1829 годах. Автором проекта стал Василий Петрович Стасов. Изначально установили чашу, а затем вокруг нее возвели стены павильона и каменный купол. Впрочем, в этой великолепной чаше таится немало загадок. По мнению историков, ее использовали для купания представителей царской семьи в жаркий летний период, поскольку царским особам появляться в неподобающем виде перед простой публикой нельзя.
Но в таком случае возникает вполне логичный вопрос. Как эту ванну заполняли водой, ведь, напомним, в нее помещалось 800 ведер воды. Неужели ее носили вручную, как только кто-то хотел купаться? Точно так же совершенно непонятно, каким образом вода из ванны сливалась, поскольку в чаше нет никакого сливного отверстия. Да и к тому же Баболовский дворец и дворцом назвать нельзя, это всего лишь дом, состоявший из десятки комнат, или, если говорить точнее, 7, считая банную часть за одно помещение. Вместе с тем это также и не баня, а скорее место, где можно уединиться, устроить романтическое свидание, спокойно отдохнуть после охоты, шумных придворных увеселений и балов. Таким образом, некоторые специалисты вполне логично предположили, что в бане никто никогда не парился, а в ванне никогда не купались. Большие вопросы вызывает и способ доставки гранитного блока до места расположения Баболовского дворца. Многие хорошо знают, каких огромных усилий потребовалось для того, чтобы доставить для пьедестала памятника Петру I знаменитый гром-камень. Но если его перевозили на барже по Неве, а потом тащили всего каких-то 100 метров, то с гранитной глыбой для царь-ванны дело обстояло совершенно иначе. 160-тонную глыбу необходимо было протащить несколько десятков верст по пересеченной местности при отсутствии электричества и пара. Но даже в том случае, если предположить, что чашу вытесывали непосредственно в каменоломне, в результате чего вес ее стал меньше в 4 раза, все равно транспортировка ее выглядит крайне проблематично, если не сказать невозможно. Нужно отметить также, что в годы Великой Отечественной войны немецкие солдаты, которые обладают гораздо большими техническими возможностями, намеревались вывезти артефакт в Германию, но вынуждены были в конечном итоге от своей затеи отказаться, поскольку у них не нашлось подходящих транспортных средств и необходимого оборудования. Некоторые специалисты неоднократно высказывали сомнение, что Баболовскую чашу вытесали вручную, поскольку, по их мнению, явно заметна машинная обработка, точная окружность по всему диаметру, точная сферическая поверхность низа чаши. Подобное совершенное изделие просто невозможно сделать вручную или, более того, отполировать. Смотря на ванну, складывается впечатление, что она только что вышла из-под станка. К тому же, такой высокого качества полировки просто невозможно достичь без высокоскоростных полировально-шлифовальных машин. Но в том случае, если это действительно так и чаша выполнена при помощи машинной обработки, то возникает еще один закономерный вопрос: где мастера могли взять токарный станок таких огромных размеров? Таким образом, единственное, что остается предположить, это то, что данный артефакт намного древнее, чем до этого предполагали ученые, и что достался он человечеству от гораздо более древней цивилизации, которая в древние времена населяла нашу планету, а потом по каким-то причинам исчезла с лица Земли. Некоторые ученые сопоставляют данный артефакт по грандиозности с саркофагом в пирамиде Хеопса, которому порядка 5000 лет, хотя скорее всего значительно больше. К слову сказать, археологи установили, что данный гранитный ящик не был предназначен для погребения фараона, но какие функции на самом деле он выполнял, осталось неизвестным. Примерно такая же ситуация складывается и с Баболовской чашей. В настоящее время существует множество версий ее предназначения. Так, по одной из версий, эта чаша лежала в окрестных болотах с древних времен, и что ее совершенно случайно обнаружили в начале позапрошлого столетия. Другие уверены в том, что чаша является элементом антенного излучателя-преобразователя СВЧ-колебаний для сверхдальней космической связи. Как бы там ни было, неоспоримым остается одно: данный артефакт является настоящим шедевром камнерезной техники. Даже при современном уровне развития технологий и с применением современных станков создать нечто подобное очень и очень сложно. Сомнений, связанных с царь-ванной, существует немало. Так, к примеру, если мастера позапрошлого столетия умели делать подобные вещи, тогда почему со временем это умение было утрачено? И почему такой шедевр на протяжении многих лет скрыт от человеческих глаз и находится практически на свалке? Ни на один из этих вопросов ответов пока нет. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.